Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я декорирую сердечки. Покажу вам работу с новым материалом, который мне очень понравился. Сегодня я продолжаю работу над золотистым комплектом. И как вы помните, на шарах и вот на макушке я клеила ленту с петельками. Вот она. Но ленту с петельками именно на сердечки ее приклеить не совсем хорошо, так как здесь вот такой угол есть. Поэтому я придумала совсем другой способ, вот такой. И это не стразовая цепочка. Сейчас покажу вам новый материал, очень интересный. Это вот такой лист со стразами. Сверху он накрыт клеенкой, чтобы страза не испортить. И вы посмотрите, какого хорошего, красивого качества страза. Вот он такой достаточно большой лист. И я просто беру, вот так отодвигаю клеенку и вырезаю себе. Мне надо вот такие по 2 ряда. И вырезаю по всей длине. И вот что у меня получится. И перед тем, как работать со стразовым полотном, нам надо подклеить верхушку. Берем цепочку, измеряем, сколько нам надо звеньев. И чтобы каждый раз не резать, одну цепочку располагаем на столе. И следующую берем и просто вот так вот измеряем и отрезаем. Измеряем и отрезаем. Именно вот эти подготовительные работы нам экономят много времени. Берем клей, это у меня универсальный клей, я использую клей уху. И вот так намазываю, наношу его на верхушку. Наношу достаточно много. Теперь беру цепочку и вот так укладываю одну. Она уже тут сама ложится, то что падать ей некуда. Следующую. Вот они между собой подклеиваются. Так, все выравниваем. И все края совмещаем. Здесь я подклеиваю 3 цепочки. Все пододвигаю. И последнюю цепочку я подклеиваю, еще клей наношу, чтобы скрепить вот эти 2 цепочки последние вместе. И аккуратно укладываю следующую цепочку. Укладываем все ряды, чтобы все было ровно. Все совмещаем. И, конечно, все выравниваем. И даем закрепиться. И теперь самое интересное. Эти стразы не надо приклеивать ни на горячий клей, ни на универсальный клей. Они клеятся сами. Снимается вот этот защитный слой. И клеится, я вам скажу, очень хорошо. Так, вот, я даже не могу снять этот слой. Вот он. Снимается. Аккуратненько берем. И вот для таких неровных поверхностей этот материал идеально подходит. Прилип прямо к пальцу. Поэтому много не снимайте именно вот этого защитного слоя, чтобы там не прилипла грязь. Все укладываем, прижимаем. И могу сказать, что прилипает он очень сильно. И вот так я даже с натяжением, чтобы скрыть вот эту угол, вот этот. Вот так я ее приклеиваю. Очень удобно с ней работать. Она, правда, не дешевая, но оставлю ссылку на канале на нее. Я ее купила и как-то даже забыла про нее совсем. И вот сегодня, когда мне надо было найти, думала приклеить уже сюда эти белые стразы, но вот нашла, вспомнила. И вот вы видите.
И так все ровно прилегает, просто красота. Вот что получается. И еще один бонус этих стразовых камней: никакого клея не вылезает, никаких испачканных заготовок. И еще один плюс этой ленты: вот ее можно изогнуть, и также никакого клея нигде не выйдет. Вот я беру ленту, снимаю защитный слой. Да что ж такое, посмотрите, не снять. Очень хорошо держится он. Вот. Много не снимаю. Вот вы видите кусочек. Подклеиваю так, смотрю, чтобы у меня все одинаково было. Подклеиваю, прижимаю, дальше отодвигаю и снова. Вот ее даже можно изогнуть. Вот что я делаю, вы видите. И посмотрите, как она ровно ложится. Вот. Ой, не оторвать ее теперь уже. Вот. Мне хочется более такое округлое. Вот, все идеально. И спускаю ее вниз. Здесь подрезаю под углом, вот чтобы у меня все красиво, все ложилось. И соединяю все. Вот вы видите, как все красиво, аккуратно. Очень удобно с ней работать. Ну а сейчас, конечно, добавим стразы. И одно такое маленькое предупреждение: учитывайте всегда размер заготовки и страз. Вот вы видели, здесь я не приклеивала большие стразы, там 30-й, 40-й номер, чтобы это как-то гармонично смотрелось. Потому что бывает, что на маленькую деталь приклеивают большие камни, и это смотрится не как россыпь камней, а один большой камень. Поэтому вот это надо учитывать. И продолжаю работу. Здесь уже по желанию, как вы хотите, так и оформляете. Камни покрупнее я приклеила, хотя сильно крупными их не назвать. И вот сейчас заполнять буду мелкими стразами. Именно мелкие стразы придают очень красивый вид, блеск. Никакой схемы у меня нету. Просто вот заполняю все пустые места. Обязательно клей держим в мокрой салфетке, лучше проспиртованной. В этом случае клей не сохнет и носик не забивается. Так, улетел что-то мой карандаш сегодня, плохо цепляет стразы. Надо его поточить. Ну вот, улетело. Вот оно. И продолжаю работу. Вот что у меня получилось. Очень красиво смотрится, мне нравится. Сейчас придумаю дизайн другим сердечком, вот они. И вернусь, конечно, вам все покажу. Красота. И все сочетается, посмотрите.
На вторых сердечках я решила просто сделать россыпь, так как посмотрела на маленькие шары, здесь эта же россыпь повторяется, и большие, и чтобы уже все сочеталось на 100%, долго не думала, поэтому решила именно вот так сделать. Тоже очень красиво смотрится. Камни мы подклеивать умеем, поэтому думаю, вы с этим справитесь. Ну вот, окончательная работа. И что я могу сказать по этому материалу? Очень облегчает работу, ускоряет работу. Работать просто с ним одно удовольствие. Я закажу себе еще несколько в разных цветах. И посмотрите, практически никакого отличия. Но работы в 2 раза меньше. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.